зовут Валерия Комогорцева, и я врач-стоматолог. Для того, чтобы стать доктором, мне понадобилось потратить 7 лет своей жизни на получение медицинского образования. Но в моей жизни есть история, которая длится гораздо дольше. Эта история называется акне. Борьба за чистую сияющую кожу, борьба с прыщами и вообще борьба за то, чтобы быть красивой. Эта история длится уже 10 лет. У меня есть просто колоссальный и личный и медицинский опыт, который, я надеюсь, сможет помочь тем, кто с этой проблемой столкнулся недавно или наоборот пытается избавиться от прыщей очень давно, но безуспешно. Именно поэтому мы прямо сейчас отправимся вместе с вами в косметологическую клинику, где вместе с докторами, которые специализируются на лечении данной проблемы, мы расскажем все о том, как наконец избавиться от злосчастных прыщей. Поехали! Акне – это самое распространенное кожное заболевание на планете. Ежегодно люди тратят около $1,5 миллиарда на то, чтобы купить себе средства, которые спасут их от злосчастных прыщей. И что важно понимать, 85% населения нашей планеты в возрасте от 12 до 24 лет хоть раз в жизни сталкиваются с тем, что начинают бороться с акне. Что такое прыщ? Вот в таком простом понимании, откуда он берется и вообще почему он у нас формируется? Прыщ на самом деле это не совсем медицинский термин, и он немножко не характерен для... В простонародье это прыщи. Для общего понимания, скажем так. Угревая болезнь, угри обыкновенные, прыщи – это все одно и то же название заболевания акне. Акне – это более точное название данного заболевания, научное. Итак, в целом, что же это такое? Прыщ – это заболевание сально-волосяного фолликула. На коже мы видим это в виде поры. То есть вверх она продолжается в виде волоса, а внизу имеет расширение в виде внутри это такой мешочек. Вот сейчас вы можете его видеть. Да, все верно. Это заболевание именно сально-волосяного фолликула. И в зависимости уже от секрета оно может быть воспалительное и невоспалительное. Что вы можете видеть на поверхности кожи? Это, если это открытый комедон, это черная точка. Если это закрытый комедон, это белая точка. Или воспалительный элемент, который имеет уже гнойную головку. То есть для акне склонен полиморфизм высыпаний. У вас могут быть либо черные точки, либо белые, либо смесь этого всего, то, о чем я говорила. Причины, по которым возникают акне. Самая основная причина – это все-таки гормоны. И именно поэтому, как правило, манифест акне, первые прыщи появляются у подростков. Второй момент – это все-таки пищевое поведение. То есть нарушение диеты, употребление в пищу молочных продуктов. Это вообще железобетонно доказано. Есть огромные исследования, которые это подтверждают, что молоко, и не только молоко, но и все кисломолочные продукты, сыры, сладости, в которых есть молоко, потому что основа, которая и вызывает эти появления, это лактоза, это молочный сахар. И, собственно, этот компонент, он есть не только в молоке, которое вы в пачке покупаете, но и во всех продуктах, в которых молоко есть также в составе. Все верно. А также это глютен содержащие продукты. То есть это у нас все булочки, то есть все, что сделано из пшеницы. То есть это все углеводы, которые легко усваиваются организмом. Да. Это сладкие газировки и фастфуд. То есть это то, что действительно больше всего употребляют подростки в пищу. Не придерживаются правильного питания. Да, это так и есть. Это перекусили на перемене еще что-то. И, все верно. Как друзья едят шоколадки, я что, буду стоять в стороне? Все верно. А также на фоне стресса очень часто возникают тоже проблемы с кожей. Хочу еще дополнить, что когда мы говорим, что какие-то болезни могут возникать на фоне того, что мы понервничали, это не потому, что это наши эмоции или какие-то магнитные поля, это просто потому, что есть определенные механизмы, которые при нашем внутреннем волнении стимулируют выработку определенных гормонов. В данном случае мы ведем речь о кортизоле, который воздействует на сальную железу, и она начинает продуцировать просто неадекватное количество вот этого кожного сала. Железа засоряется, мы получаем прыщи. Все верно. И заболевания желудочно-кишечного тракта, то есть это хронические гастриты, язвенные болезни, колиты и дисбактериоз. Это очень важно, потому что у подростков даже когда нет хронических заболеваний, то есть возраст
совершенно юные, и, конечно, хронического заболевания, возможно, у них и не найдем, но проблемы с кишечником, как правило, часто мы выявляем. И... Что может быть сигналами о том, что у ребенка что-то не в порядке с желудочно-кишечным трактом? Как правило, это запоры. То есть, если мы, общаясь с ребенком, выявляем... Что такое запор? Это когда ребенок ходит в туалет не более 2 раз в неделю. Вот это состояние мы можем назвать запором. Верно, да. Таким образом, мы выявляем, что есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, мы его обследуем и в соответствии уже с этим назначаем лечение именно и восстановление нормальной функции. Когда мы ведем речь о подростках, то есть, казалось бы, прыщи и подростки – это вообще практически неразделимые понятия. Когда приходят дети в возрасте до 18 лет на прием к врачу-дерматологу, у них акне, в какой момент вы назначаете им сдачу крови для исследования, сдачу кала? То есть всегда ли это является первой линией помощи или в каких-то случаях мы можем обойтись просто домашним уходом? На самом деле, для того, чтобы поставить диагноз именно акне, нам не нужны дополнительные какие-то обследования и анализы, потому что мы исходим из клинического состояния кожи. То есть визуально, глядя на подростка, уже можно поставить диагноз акне. И даже по количеству прыщей можно сказать, какая это стадия: легкая, средняя или уже тяжелая. Да, мы можем поставить визуально степень тяжести акне в том числе. При разговоре и выяснении некоторых моментов мы уже выявляем, есть ли нарушения гинекологические или эндокринологические. То есть ребенок говорит, например, доктор задает вопрос: у вас начались месячные. Когда? Он говорит, полгода назад. И доктор спрашивает, полгода назад, значит, у тебя должно было быть 6 менструаций. Он говорит, нет, у меня было только 3. То есть мы можем сделать вывод о том, что цикл уже нерегулярный. Соответственно, верно. Когда есть какая-то проблема, о которой ребенок уже сказал или мама подсказала, мы можем направлять его к другому доктору. Совершенно верно. То есть мы подключаем смежных специалистов, да, таких как эндокринолог, гинеколог. Специалист по гормональному. Да. И психолог, конечно же, тоже мы подключаем. Единственное, что мы назначаем анализы для того, чтобы скорректировать наше лечение, выявляя дефициты. То есть потому что для нормального функционирования кожи нам нужно, чтобы в нашей коже находились все микроэлементы, витамины для нормальной ее функции. То есть, как правило, это витамин D, цинк и многие другие моменты, это мы должны выяснить. И тогда в совокупности уже, когда мы знаем, да, что у ребенка есть домашний уход, что мы решили проблемы с желудочно-кишечным трактом, восполняем дефициты, то есть лечение будет достаточно полноценным. Давайте перейдем от теории к практике. Я сейчас очень быстро покажу мой ежедневный ритуал, как я ухаживаю за своей кожей, как я умываюсь, что делаю после, и обязательно делаю это каждый день. Поехали! Шаг первый. Мы моем руки. Прежде чем прикоснуться к лицу, я обязательно всегда мою руки. Следующий этап. Демакияж. Берем мицеллярную воду, ватный диск и удаляем макияж. Этап 3. Умывание. Умываюсь кислотами. Вытираю лицо бумажными полотенцами, чтобы никакие микробы с обычного полотенца на мое лицо не пересаживались. Следующий шаг. Протираю лицо тоником. Итак, наносим крем. Это этап увлажнения, регенерации, в общем, восстанавливаем кожу от всего, что мы с ней делаем. Ну и наш самый любимый этап. Подсушиваем прыщи. Для этого я использую средство с бензоилопероксидом. Это средство, которое должно быть, мне кажется, у каждого человека, который борется с прыщами. Ну, классический базирон или какие-то другие средства, которые содержат это вещество. Наносим точечно только на имеющееся воспаление. Вот сейчас мы хотим показать, почему так важно перед тем, как начать какое-либо лечение, не придумывать его самостоятельно, а обратиться к доктору. Вот смотрите, у нас сейчас сидят прекрасные 2 девочки, Марика и Арина, им обеим по 12 лет. Вот казалось бы, подростки, то есть прыщи и подростки, максимально банальная комбинация. Девочки одинакового возраста, но подход к их лечению будет абсолютно разным. Лидия Сергеевна, почему?
потому что различный характер высыпаний. Если мы возьмем, к примеру, Марику, у нее задействованы не все зоны. Мы видим, что у нее задействована область носа и лоб. Характер ее высыпаний – это больше закрытые комедончики белые под кожей, которые мы видим. Если мы возьмем, к примеру, Арину, здесь характер высыпания будет тоже различный, но здесь больше элементов. Здесь есть и черные точки, и закрытые элементы, и воспалительные. Поэтому лечение, соответственно, будет различное. Есть такое мнение, что чистку лица нельзя проводить, когда есть острая фаза воспаления. Что это такое? Это когда, грубо говоря, вот такие красные прыщи на лице. Так ли это и почему? Я не могу рекомендовать каждому пациенту с акне чистку лишь потому, что я не могу отвечать за работу другого доктора. Что касается нашей клиники, мы так практикуем и так делаем. Чистку мы делаем. Но что касаемо подростков, опять же, вернемся. Допустим, Арине я буду рекомендовать сначала сделать домашний уход, подлечить кожу, убрать острые воспаления. Для чего? Для того, чтобы сократить время чистки, болезненные ощущения Арины и приверженность к лечению, она будет гораздо выше, когда эта процедура будет восприниматься ребенком достаточно хорошо. Глобально смотрите, с точки зрения дерматологии правильно как? Сейчас ребенку не будут делать чистку не потому, что у нее есть красные прыщи и их нельзя убрать, или если их убирать, то воспаление только обострится, а потому что когда вот такие красные прыщи и есть острая фаза воспаления, ей просто будет больно. Если ей будет больно в первый раз, план лечения просто коту под хвост. Она больше никогда в жизни не захочет пойти к косметологу, это станет ее нелюбимый доктор, и ребенок просто никогда от этой проблемы грамотно не избавится. Вот только исходя из этого обстоятельства не рекомендована чистка, когда есть острое воспаление на лице. Так, мы начинаем чистку лица, потому что этому ребенку повезло меньше. У него есть показания для этой очень полезной, если она правильно сделана, процедуру. Но давайте объективно, конечно, не очень приятно, но потерпеть надо, здесь ничего смертельного нет. Сначала мы наносим очищающее средство и должны распарить. Чтобы поры раскрыть, чтобы это было более комфортно. Да, не так больно. Пар попадает на все лицо. Обратите внимание на позу ребенка, который лежит на чистке. Вот у косметологов что-то сразу как бы... Влево-вправо личиком. До конца влево, Марусь. Вот так. И с другой стороны. Ну и все, в принципе. Вот этого достаточно, мне кажется. Все, я сейчас стираю все, да. В нашей клинике мы делаем чистку механическую исключительно при помощи рук. Не используем никакие дополнительные гаджеты для этого. Потому что порой эти гаджеты оставляют на лице очень большой след после себя. Здесь хотя бы можно прикрыть. Да, мы используем только бинты, пальцы и иглу, если нужно вскрыть какой-то элемент. Глядя на лицо, здесь проблем не так много. Вы видите, да, какие-то элементы. Да, есть закрытые комедончики, которые мы будем, в принципе, подчищать. И носик. Вот это вот меня волнует. То есть вот эти два элемента мы будем вскрывать. Все остальное, в принципе... Спокойно. Да. Направление чистки мы всегда начинаем с носика. После чистки можно ли дома умываться в этот день? Мы умываемся в этот день после чистки вечером, как правило, не направляя горячую струю воды душа на лицо или горячей воды, если это мы умываемся просто под краном. То есть теплой водой, спокойно, без всяких спонжей, щеток и просто скрабов. руками. Да, все верно. Через пару дней кожа восстановится, и потом мы, в принципе... Сейчас мы обрабатываем кожу хлоргексидином. То есть вот так выглядит чистка у ребенка, у которого нет воспалительных элементов. И чтобы предотвратить воспаление после того, как была проведена чистка, обязательным этапом является нанесение маски, которая содержит в себе компоненты именно противовоспалительные. Мы наносим только на те участки, где у нас была чистка.
все, процедура завершена. Собственно, и все. Видите, поза у ребенка уже поменялась, она уже не лежит на смертном одре, уже все хорошо. Итак, согласно Американской дерматологической ассоциации, лечение акне нужно разделить на 3 ступени. 3 ступени согласно степени акне у пациента. Сейчас еще раз я хочу обратить отдельное внимание на то, что я сейчас расскажу, это для вас ознакомительная информация. В итоге все те баночки и таблеточки, которые я вам продемонстрирую, должны быть назначены исключительно вашим врачом-дерматологом или врачом-гинекологом, если это оральные контрацептивы, а не самостоятельно вами себе после того, как вы посмотрели это видео. Итак, если у вас первая степень акне, что такое первая степень акне? Это когда на лице менее 10 прыщей. У вас должно быть 2 арсенала средств. Значит, первое – это все, что касается правильного ухода домашнего и умывания. Умывание ключевое. Вы должны выбирать средства для умывания, которые, например, если вам позволит дерматолог, если кожа не очень чувствительна, содержат кислоты. Почему? Потому что эти средства позволяют отшелушивать старые ороговевшие клетки, которые закупоривают поры, которые мешают выходу кожного сала, и, собственно, из-за этого начинается воспаление на лице. Чтобы этого не было, клетки нужно растворять и убирать. Это могут делать средства с кислотами, например, салициловая кислота. Далее, после того, как вы умылись, вам нужно воспользоваться какими-то средствами, которые локально можно нанести на отдельные прыщики, которые их подсушивают, которые позволяют убить тех бактерий, которые вызывают воспаление, и, собственно, из-за этого ваше акне прогрессирует. Или это те средства, которые постоянно вызывают обновление кожи, соответственно, старые клеточки не успевают откладываться на ней и не закупоривают поры. Итак, ключевые компоненты, которые должны быть в этих средствах. Первое – это бензоилопероксид. Это вот мой любимый препарат Базерон, который я покупаю лет с 14, и если вдруг у меня какие-то прыщи, то я обязательно пользуюсь им. Значит, это бензоилопероксид, это азелаиновая кислота и это наружные антибиотики. Наружные антибиотики применяются ни в коем случае не на все лицо. Вы, в принципе, так же, как и средства, о которых я сказала до этого. Эти средства направлены на то, чтобы вы пользовались ими только на воспалительные элементы. Если у вас есть 2 прыщика на лбу и 2 на подбородке, не надо все лицо мазать этим кремом. Вы должны нанести только локально на эти воспаления. Итак, это первая степень акне. Вторая степень акне. Что это такое? Вторая степень акне – это когда на вашем лице от 10 до 40 воспалительных элементов, от 10 до 40 прыщей. Значит, что вы делаете? К всем внешним средствам, к правильному умыванию, к тем внешним подсушивающим или отшелушивающим препаратам, которые вы используете. При такой степени акне добавляется внутренняя терапия, то есть это таблетки. Значит, это противозачаточное, это для девочек, девушек, женщин, конечно, противозачаточные мужчины пить не будут. И это антибиотики, уже не в виде крема, а таблетки, которые назначаются длительным курсом. Именно потому, что противозачаточные таблетки должны быть подобраны исключительно врачом-гинекологом. Именно потому, что антибиотики, которые принимаются внутрь и пьются очень длительным курсом для лечения акне, могут проявить какие-то побочные эффекты. Эти препараты строго обязательно назначаются только врачом после того, как он на вас посмотрел и вас увидел. Даже если вдруг вы сами знаете, какие противозачаточные пьют ваши подружки, не нужно их покупать и пытаться самостоятельно вылечить прыщи таблетками. Третья степень акне. Что это такое? Третья степень акне – это когда на вашем лице более 40 прыщей. Здесь начинается тяжелая артиллерия. Здесь в игру вступают серьезные препараты, которые называются системные ретиноиды. Я не могу вам их показать, потому что это препараты, которые продаются только по рецепту. Вы видите их на экране. Это препараты Роакутан, Акнекутан. Препараты назначаются только врачом, продаются только по рецепту. Суть действия этих препаратов в том, что они, первое, усиливают отшелушивание ороговевших клеток с кожи, соответственно, поры не закупориваются. И второе, они влияют на скорость образования себоцитов. Себоцит – это клеточки, из которых состоит сальная железа, вот тот самый мешочек, в котором образуется кожное сало. Соответственно, чем меньше клеточек, которые могут это сало продуцировать, тем меньше сала, тем меньше риск того, что будет развиваться воспаление. Поэтому я очень хочу, чтобы все, о чем я вам рассказала, было для вас ознакомлением, было для вас
такой проверкой все-таки, правильно вы лечитесь или неправильно, потому что то, что я рассказала, это соответствует рекомендациям Американской ассоциации дерматологов, это не я придумала, и мне не кто-то там на лавочке рассказал, вот, но в любом случае, все, что мы здесь сейчас увидели, должно быть использовано исключительно по назначению врача. Что касается лично меня, то я борюсь с акне с 14 лет, боролась, в принципе, сейчас своей кожей довольна, но в моей жизни было все. Были какие-то спиртовые средства, были средства, содержащие бензоилопероксид, были наружные антибиотики. Поэтому я могу сказать, что мое лечение было правильным, но, наверное, именно из-за того, что оно было правильным, согласно правильным дозировкам, оно было таким длительным, но и, слава тебе, Господи, успешным. Ну что ж, это было мое первое видео на YouTube. Я очень волновалась перед тем, как его выпустить, если честно. Ты мой котик, ты ко мне пришел, такой котик, скажи привет. До свидания. До сих пор в шоке от того, как коты прыгают. В общем, я надеюсь, что в этом видео вы нашли что-то полезное для себя, в чем-то себя узнали, сделали какие-то выводы. Я очень жду ваших комментариев, и плохих, и хороших. Всегда думала, что, ох уж эти блогеры постоянно говорят: ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик, подпишитесь на мой канал и все такое. А сейчас, когда сама оказалась в этой тарелке, поняла, что это правда важно, поэтому ставьте лайки, можете ставить дизлайки, подписывайтесь на мой канал, расскажите о нем друзьям. Я буду готовить для вас много интересных видео, связанных с медициной. Жду от вас каких-то советов, ваших пожеланий, о чем вы бы хотели узнать, о чем мне бы стоило рассказать и какие темы затронуть. Спасибо большое, что были на моем канале.